Привет, друзья! Мы на нашем объекте в ЖК «Фамилия». Со мной Руслан, строитель, главный здесь генподрядчик, который отвечает за всю стройку, за все материалы, чтобы все приходило вовремя, в общем, за ремонт. Я отвечаю за красоту, за дизайн-проект. И сейчас мы подошли уже к финальной стадии ремонта, когда закончены все основные пыльные работы, и хотим сегодня вам осветить этот ремонт. Всем здравствуйте, меня зовут Руслан, как представил Александр, строительная компания Эскарус. Расскажем, покажем, что на сегодняшний день уже сделано. И если вам понравится этот выпуск, то я хочу сказать, что у нас на канале есть еще несколько выпусков про эту квартиру, более ранних, то есть мы ведем здесь обзор с самого-самого начала, и можно проследить эволюцию этого объекта от бетонных стен до финиша. У нас будет еще обзор, когда мы все уже обставим здесь декоративными элементами. Друзья, и как всегда, мы будем отвечать на ваши вопросы, наши любимые зрители, те, которые вы оставляли в предыдущих сериях, в предыдущих роликах, мы их внимательно читаем и сегодня на все ответим. Вопросы, связанные с этой квартирой, с ремонтом в целом, я думаю, что всем, кто сталкивается с ремонтом, они будут очень полезны и интересны. И, конечно же, я оставлю ссылки на наши телеграм-каналы. Вопросы можно писать и туда. Мы очень открыты, мы всегда общаемся с нашими зрителями, нам нравится интерактив, обратная связь. Там мы тоже будем отвечать на все вопросы. Давайте уже расскажем, наконец, про эту квартиру. У нас наконец-то появилась кухня. Я знаю, что самое важное было это вписать ее, чтобы подготовить ремонт, да, подготовить стены, пол, потолок, все, чтобы туда хорошо села наша кухня, чтобы ваши ТЗ совпали, потому что я помню, я очень переживал, я всегда скидываю ТЗ строителям, информацию о строителе скидываю мебельщикам, чтобы они там все общались. Какие здесь моменты нужно было учесть, чтобы все у нас четко получилось, чтобы получилась такая красота? Главное, чтобы следовали все чертежам, и строители, и производители мебели. Так и получилось. Мы со своей стороны выполнили подготовку согласно проекту, а мебельщики сделали всю корпусню от кухни согласно проекту и смонтировали согласно плану. Поэтому все и срослось. Хочется обратить внимание, при монтаже теплого пола и в целом при проектировании, при изготовлении чертежей нужно учитывать, что мы теплый пол берем не от фасадной части кухни, а от цокольной. Цоколь всегда углублен, как здесь видно, для того, чтобы теплый пол проложить таким образом, чтобы он не заходил под мебель, но и при том, когда хозяйка, например, подходит к плите и у нее босая, например, нога заходит под кухню, пальцем не было холодно. То есть теплый пол технически 5 сантиметров должен отходить от мебели и примыканий каких-либо других. Вот здесь важно давать размеры не от фасадной части, а именно от цоколя, чтобы прогревалась все-таки зона, которая ноги заходят туда. Что еще? Можно обратить внимание, как здесь по проекту, как было запланировано, что шов плитки прямо четко переходит в край самой кухни. Это просто идеально. Я всегда переживаю за такие мелочи, и когда это получается, а это может получиться только, если это прям надо контролировать, то это, такие вещи, их потом не замечаешь, мне кажется, но когда ты это создаешь, это супер важно. Представляете, если бы кухня торчала бы у нас на несколько сантиметров вот сюда, или наоборот бы она не доходила, и здесь была такая белая светящаяся полоска. Вот сейчас все сделано идеально, и, конечно, мне очень нравится. Да, ровно паркет идет от части края кухни. Это немножко не про ремонт, но мне просто очень хочется рассказать. Мы сейчас проектируем кухню для одного нашего совместного, кстати, с Русланом проекта. И мы с заказчиком обсуждали, где будет вытяжка и где будет подсветка рабочей поверхности. Так вот, почему-то не все еще знают, что бывают встроенные вытяжки. Да, они немного хуже работают, но зато у вас получается идеальный такой современный фасад без нарушений. Вот здесь она интегрирована внутрь. И обратите внимание на этот элемент. Это просто металлический какой-то профиль, то есть что это? Какой-то край красивый, красиво обыгранный. Но это торец подсветки, то есть подсветка интегрирована вот сюда, в профиль.
Вот она, Миш, ты подснимешь потом вот здесь рассеиватель, то есть у вас получается четко на середину вашей рабочей поверхности четко падает свет. И кроме того, так как он интегрирован вот в этот торец, он еще не прерывается на вытяжку. То есть для многих это такой вот стопор, говорит, мы не хотим, чтобы профиль прерывался, потому что если он будет чуть дальше, он разорвется. И так получается единая звенящая линия. То есть те, для кого это важно, используйте вот такой прием. Ну, задачу вы поставили достаточно сложную перед нами, но мы с ней справились. Из сложностей здесь это, во-первых, много запилов под 45, во-вторых, здесь есть латунные вставки, и они разные. Здесь и на миллиметров 8, здесь и на миллиметра 4. Они везде с друг другом пересекаются. Практически незаметные швы сделаны с переходами, плюс еще плитка ныряет туда по диагонали в сторону с укосинами такими. Ну и вишенка на торте, еще у нас есть такая ниша, она еще не закончена, мы ее скоро доделаем, в которой есть кабель-канал для проводов, который по диагонали уходит вот в это место для подключения проводов, чтобы не было всяких вот соплей в виде проводов некрасивых. Также здесь везде есть подсветки. В общем, элементы были сложные, сюда плиточка впилена, сюда. Но мы с задачей, как видно, справились, мне даже прям самому очень нравится данная стена. И здесь будет телевизор скрытого монтажа, то есть не будет видно, каким образом он закреплен, по периметру не будет, он будет прижат. Из телевизора будут выходить такие красивые элементы с подсветкой. Собственно говоря, ниша это как раз таки собрана для того, чтобы всю коммутацию телевизора подключать за ним, чтобы он не выпирал. Покажите, как сделан вывод под электрокарниз. Ну, от себя тоже добавлю, я знаю, что разные бывают вариации. Покажи, как здесь сделано, и расскажи вообще вот об этом. Ну, начнем с самого главного правила. Все делается по техничке. У каждого электроприбора или, в принципе, прибора есть техническая часть. Что есть строители, которые говорят, да я уже там 30 лет так делаю, и ничего нового не придумали, и да. Потом начинаются сюрпризы. Потом начинаются сюрпризы, что оказывается где-то какой-то проводочек, а шторы открываются в другую сторону. В общем, надо смотреть техничку, и в техничке прописано, и даже картинки бывают, как это сделать. На данном объекте задача была просто вывести провода определенного формата, как здесь и сделано. Теоретически диван может не встать в нишу. Ну, мы это обсуждали, да, что мы нишу замеряли, если у него не будет отклонения в размерах в большую сторону. Но лучше подстраховаться и не планировать мебель впритык. Столкнулись с этим при заказе кровати. Кровать привезли. Собрали, и оказалось, что она 12 сантиметров длиннее заявленного. По нормам производитель мог отклониться не более 7 сантиметров. Что, я считаю, что это тоже немало на самом деле. И 12 стало поводом для возврата мебели. Ну, давайте пойдем по пути того, что надо разобраться в целом, по каким нормам. У каждого производителя есть свои нормы, есть отдельные договора с юрлицами. И эксклюзивный ремонт подразумевает вообще-то размеры в размеры. Конечно же, бывают отклонения, и я думаю, это не 7 сантиметров, это Конечно. может быть там, ну, я не знаю, 5 миллиметров. То есть это в миллиметрах. И самое важное, это нужно смотреть в договоре. В договоре, если предусмотрены какие-то отклонения, они должны быть прописаны. То есть изучаем договор, прежде чем подписывать, заключаться на покупку какого-то дивана. Если он имеет люфт там, 7 сантиметров, как заявлено в договоре, допустим, такое может быть. Я не понимаю, как в эксклюзиве, когда мы ловим миллиметр-два. Я хочу просто фотку этого дивана, который типа на 12 сантиметров стал больше. Что это за диван такой вообще? Что это за дизайнерская штука интересная? Ну как бы да, все размеры, они впритык. В эксклюзивных ремонтах все то же самое, мы ловим миллиметры, поэтому нужно мерить, нужно смотреть просто в документацию и обращаться, наверное, к надежным поставщикам, к надежным, вот как вот дизайнеры работают уже годами с одними и теми же людьми, они вам порекомендуют, кому обратиться, ну, чтобы конкретно вас не здесь подвели. у нас итальянская фабрика, мы 5 раз у поставщиков спросили точный размер, 5 раз я попросил
перезамерить Руслана. Я знаю, что заказчик сам сюда тоже приходил с рулеткой, тоже сам перемерял, потому что это волнительный реальный момент. Но тут разговор идет, ну там у нас запас, по-моему, 3 сантиметра, в районе 3 сантиметров. И я считаю, что это прям много. То есть 7 это какая-то вообще уже невиданный запас. Я думаю, что, смотрите ТЗ, короче, и... Договор. И договор. Обязательно договор смотрите, и просто это нужно согласовывать с поставщиком, там, где вы оформляете заказ, и предупреждать, например, у нас нет возможности устанавливать нечто больше, чем там 2-3 сантиметра. И если вас их условия не устраивают, не рискуйте, идите в другое место, покупайте там. И это самая видовая стена у нас, самая красивая. Теперь уже все оформилось, теперь можно видеть вот эти красивые капельки, из которых будет падать вниз свет. Видно стыковку через латунный профиль гипсовым панелям. Мы тоже здесь на самом деле думали, да, мы так несколько раз встречались, я помню, обсуждали, как правильно сделать вот именно этот элемент. Опять же, продолжение с гипсом. Вот там очень интересный элемент. Давай по всему подряд пройдемся. Вот расскажи, пожалуйста, про это, потому что это самое интересное место. Хочется сказать, что здесь использовано много разных стыков материалов. Здесь идет латунный натуральный профиль, плюс гипсовые панели и плинтуса, сделанные из камнедела. Я его называю жидкий камень Т-1000. И еще плинтус скрытого монтажа. Все это нужно было состыковать между собой. Мы совместно приняли решение, что к гипсовым панелям мы кладем сверху латунную часть и примыкаем потом маляркой до самой латуни. Этот плинтус, который я называю вот Т-1000 камнедел, мы еще увидим такой плинтус в других помещениях, там я расскажу о нем поподробнее. Друзья, для всех, кто делает сейчас себе ремонт, у нас есть телеграм-канал, и там есть специальный телеграм-бот, я оставлю ссылочку под видео, переходите по ней и сможете скачать себе гайд 20 приемов, как сделать дизайн более интересным. Я думаю, что вы можете воспользоваться там любым из этих приемов, и это сделает вашу квартиру, ваш дом, ваш интерьер гораздо более интересным. Поэтому переходите по ссылочке. Там реально интересно и полезно. Вот да, я восхищаюсь идеально продуманной планировкой для семьи из 4 человек по числу спальных мест на плане, промелькнувшем в начале ролика. Пока не дослушала до конца и не услышала про 5 детей, 2 спальни и 5 детей. Ну как? Разве что дети очень дисциплинированные и младшие будут уходить беситься в кухню-гостиную, не мешая старшим учиться, а подростки будут укладывать спать после 12. Есть такой рилс, просто я не видел рилс, типа как сделать спальню для 150 детей, не видел? Нет, и снова стало интересно. Ну, расскажи. Друзья, в целом, это такой вопрос, он сугубо личный и индивидуальный. Если так задумано, значит, естественно, все спланировано, и дети между собой спокойно уживаются, и семья вполне понимает, что с этим делать. И дети, как вы правильно заметили, разных возрастов. 5-й ребенок, совсем маленький, и он находится с родителями. Да, он будет жить с родителями, и есть еще другие квартиры. Просто это очень какая-то, мне кажется, личная тема, да, и, с одной стороны, мы озвучиваем ТЗ, мы показываем планировку, но, с другой стороны, есть там жизнь, образ жизни, там какие-то другие квартиры, съемные, есть реально разные решения для жизненных ситуаций, поэтому не надо на этом сосредотачиваться так сильно. Здесь правильнее будет, наверное, обсуждать не чью-то частную историю, а вам, если необходимо, вы можете обратиться к замечательным дизайнерам, поставить задачу, которая вам необходима. 5, 10, 20 детей – это только прекрасно. И ставьте задачу. Если вам нужно расположить в квартире, в трехкомнатной, какое-то определенное количество людей или как-то сделать планировку так вот, чтобы всем было комфортно, ребята обязательно вам в этом помогут. Звучит, знаешь, как не задача для дизайнера, а задача для вселенной или для мужа. Я хочу 20 детей. У заказчиков какая-то патологическая фобия ко всему торчащему, и не дай бог, проводок будет видно. Ужас-то какой. И дальше тут начинается холивар на тему того, что должны строители делать, что не должны. Как я понимаю вопрос, почему сейчас все заказчики, ты же много проектов делаешь, я тоже много проектов делаю, почему сейчас такая мания все спрятать, чтобы ничего не было видно, чтобы ни один проводочек не торчал? Что на это можно ответить? Это все очень просто. Сейчас куча всякого чистового материала,
с электрикой даже связаны, если мы говорим про провода, которые позволяют делать интерьеры без торчащих проводов. Обратите внимание, даже которые здесь на стенках капельки красивые, которые светятся, они интегрированы вообще в стену. Получается, мы можем избавиться не только от проводов, а мы можем даже от фигур, которые в виде выпуклых плафонов, избавиться и все сделать. Такая же история здесь, да, вот у нас все провода будут спрятаны в стену, за телевизором не будет ничего болтаться. Просто это не эстетично. Это не бывает бывают красивые провода, но это настолько редкое явление, да, которое стоит денег, да, ретро или какие-то текстильные, а большинство вещей вот этих черновых, они просто некрасивые, они не эстетичные, и зачем ими портить ваш красивый интерьер? Только поэтому и все на этом помешаны. Если вы вкладываете большие деньги в ремонт, а ремонт сейчас стоит дорого, а если это дорогой ремонт, он стоит еще дороже, да, то зачем вам вся эта красота, которая испортит весь ваш внешний вид? Конечно. Мне кажется, вопрос очевиден. И разный спектр людей, все-таки есть социальная составляющая, люди есть те, которых разных профессий. Например, кому-то нужно вообще минимализм настолько, чтобы их поле деятельности, например, творческой работы, вообще их не отвлекало лишние посторонние предметы. Если человеку дискомфортно в том месте, где какие-то висят провода, в принципе, вообще почему должны торчать провода, это тоже непонятно. Может быть, какой-то конкретный вы в этом ролике зададите развернутый вопрос, может быть, фотографию покажете, в чем связан этот вопрос у нас. В принципе, если пройтись по всей этой даже квартире, нигде не будет торчащего провода. На самом деле, я еще понимаю людей. У меня есть ролик на канале, он набрал уже несколько миллионов просмотров. Он про порядок. И порядок — это реально боль людей. Но, с другой стороны, там есть такое правило, то есть вперед ставьте то, чем вы постоянно пользуетесь, прячьте то, чем вы не пользуетесь. То есть это вроде как понятно, да, но это почему-то люди этого не делают. Это уберегает вас от очень лишнего бардака. И если вы сумасшедший ученый какой-то, да, который с безумным количеством проводов, которым постоянно пользуетесь, конечно, у вас будет такой беспорядок, но при этом это будет квартира сумасшедшего ученого, это будет круто. А если вы хотите порядок, чистоту линий, отсутствие этих всех лишних некрасивых проводов, конечно, их надо прятать. По-моему, мы ответили. Все есть скрытого монтажа, от сантехники до электрики и техники в том числе. Я думаю, что и в ближайшем будущем у нас даже кухни будут интегрироваться за какие-нибудь стены, мы будем подходить, поднимать что-нибудь такое, и там уже будет что-то готовое. Все меняется, жизнь такая классная, насыщенная, технологии тоже всегда новые, поэтому просто получайте удовольствие от того, что можно сделать то, что кажется необычным. Сейчас мы находимся в одной из детских комнат, и здесь у заказчиков было пожелание, чтобы комната имела возможность трансформироваться в будущем. То есть, например, вот здесь стоит одна кровать, но заказчики попросили, чтобы эту кровать можно было обязательно разделять. То есть на производстве, по сути, мы делаем это, как знаете, в отелях, когда две сингл-кровати, которые можно разделять, если жильцы хотят жить отдельно, грубо говоря. Также будет здесь, поэтому обратите внимание, как много здесь розеток. 1, 2, 3, 4. То есть они здесь везде, чтобы с ростом ребенка можно было легко делать перепланировку. И обратите внимание на этот красивый, я не знаю, как это назвать, градиент, сочетание цветов. Руслан, расскажи, как это технически наносилось, как мы добивались этого эффекта? Изначально было покрашено от потолка до пола. Мы красим стены все краскопультом. Дальше, когда стена и краска сама высохли и набрались крепости, пришли декораторы, проклеили трафарет и уже от трафарета вниз выкрасили дополнительным цветом. Я еще хотел сказать по поводу выкрасов. Очень часто мне пишут в соцсетях, типа: Александр, подскажи цвет, такая классная голубая кухня, такой крутой фасад кирпичного цвета, подскажи, пожалуйста, цвет по RAL, не знаю, по NCS, по любой палитре. И я могу сказать, что это полный бред. Не надо, пожалуйста, таких задавать вопросов, потому что это вам никак не поможет. То есть вы думаете, что на кадре это классно, я применю у себя на кухне, но у вас будет вообще по-другому. С вероятностью, наверное, 99,9%. И здесь у нас был дизайн-проект, были красивые кадры, в 3D сделанные с этой комнатой, и мы подобрали цвета по палитре. Затем мы сделали несколько выкрасов, близких к этому цвету, то есть конкретно этот цвет, соседние цвета. Потом мы приехали сюда вместе с заказчиками, с хозяевами квартиры, и оказалось, что именно здесь, в этом помещении, цвета смотрятся совершенно по-другому.
И, например, один цвет идеально подошел, второй цвет мы сделали на полтона теплее, какой-то цвет мы переделали. Вот. И, например, в проекте вот этот цвет стен, он, возможно, сейчас на кадре будет смотреться там белым, но если мы приложим белую бумагу, вы увидите, что это вообще не белый цвет. То есть он имеет тон, теплоту, оттенок. Вот. Поэтому обязательно делайте выкрасы. Желательно их делать не на вот таком маленьком квадратике. Берите большой лист А4, А3 даже можно сделать. И с этим выкрасом приехать именно на вашу квартиру, посмотреть, как это смотрится при дневном свете, при искусственном свете, подходит ли вам это или нет. Потому что если вы закупите, вот квартира, огромная квартира, там больше 100 метров, представляете, если бы мы закупили всю краску, выкрасили, потратили деньги на работы, на материалы, и потом мы сюда пришли и увидели, что это вообще не подходит. Поэтому проще купить баночку краски, сделать выкрас и потом наслаждаться красотой, которая у нас получилась. У нас по всей квартире используются гипсовые элементы, то есть у вас работали ваши специалисты по гипсу, то есть можно покупать типовые решения, можно делать все-таки привлекать специалистов и делать их под заказ. И это, как показывает опыт, всегда гораздо практичнее. И это, казалось бы, не должно экономить денег, но по факту это экономит деньги. И здесь мы очень так деликатно подошли именно к этому элементу. То есть на эскизе это просто обозначенные там колонны, а когда мы, вот эту гребеночка обозначена, когда мы уже начали это воплощать, мы сделали более подробный эскиз, пообщались со специалистами Руслана и как бы докрутили этот объект. И, Руслан, расскажи именно подробно про мелочи, которые связаны с этим элементом. Ну, мы дополнили, помимо рифленого решения, которое было с самого начала, его для разделения красивых цветов наличниками сделали небольшие отступы и сделали так, чтобы аккуратные были переходы с одного цвета на другого, чтобы соединение двух цветов где-то лаконично заканчивалось. Также мы решили сделать не рифленые панели в пол, а так как у нас везде идет плинтус скрытого монтажа, мы его дублировали именно с такой же высотой и сделали его же не из гипса, а из камнедела. Это такой материал, он прочнее гипса в 6 раз, он не боится по нему ударов и также он не боится влаги. То есть при том, когда будет хозяйка или уборщица в квартире мыть полы, шваброй она это не обобьет, не разобьет, и при влажной уборке это никогда не набухнет и не испортится. Миша, ты можешь прямо вот близко снять? Вот здесь видно, что у нас такая вот, я называю это пилястра, микропилястра, она выделяет, ну как выходит из-за плоскости стены, и поэтому здесь нету прямой стыковки цветов. Потому что идеально стыковать два цвета, ну, практически невозможно. Всегда будут какие-то наплывы. Когда у нас краска заходит как бы вот за эту пилястру, это всегда получается очень эстетично и красиво. Поэтому вот этими микрообъемами нужно обязательно играть. Это всегда очень красиво и, главное, дорого смотрится. Потому что если бы это был такой прямой плоский стык, ну, не знаю, это просто очень примитивно бы смотрелось. Хочется еще добавить, что несмотря на визуально закончившийся вид всего ремонта, мы доводим до ума уже декоративными герметиками и маленькими проходящими такими художественными кисточками в самом конце. Когда произведен на объекте полностью клин, все закончено, выходит маляр и дополнительно проходится и устраняет еще мелкие дефекты, которые, в принципе, даже глазу незаметны, но доводят все до идеального состояния. По краю потолка детской у нас идет ниша, там будут располагаться крепления для штор вдоль окон. Дальше идет у нас закарнизная подсветка. И, в принципе, этим решением, наверное, никого не удивить, но я хотел, чтобы Руслан рассказал именно о технической стороне, о техническом решении, как вы эту нишу организовывали. Во-первых, хочу сказать, что это готовое решение. Это профиля Фюргипс компания, они сделаны специально для закарнизных ниш. Их преимущество в том, что, во-первых, их не нужно малярить с торцевой, с той внутренней части и залезать в эти узкие места, а бывает еще уже расстояние между потолком и стеной. И они уже готовы, и в них удобнее вставлять светодиодную подсветку, у них идет светорассеивающий специально накладной профиль пластиковый. И еще одно преимущество всего этого именно там, где есть отражающие поверхности, например, где зеркало доходит до потолка, совершенно верно. И как бы там, даже если мы подбираемся туда и малярим вручным способом, как бы мы аккуратно это не сделали, это не будет настолько идеально, когда это готовое решение.
Поэтому применять именно такие профиля хорошо там, где у вас есть стены, в которых в отражении можно увидеть, что находится за закарнизной нишей. Это плитка какая-нибудь черная, например, глянцевая, либо именно зеркала и другие поверхности, которые отражают. А способ монтажа, он совместим совместно вместе с каркасом гипсокартона. Это все мастера между собой перевязывают и монтируют гипрок, уже подходит, и в целом получается готовая конструкция. Мне, кстати, говорили, что гипрок – это чисто петербургское слово, как шаверма, потому что везде в остальной стране говорят гипсокартон. И все удивляются и не знают слово гипрок. Мне много человек уже об этом говорили. Не, ну, забавно то, что гипрок – это вообще, в принципе, есть фирма, компания, которая да, производит гипсокартон, так же, как и фирма Кнауф. И фирма Доширак. Да, что вся лапша – это доширак. Есть такие вещи, которые именно нарицательные. Именно нарицательные, да, абсолютно верно. Такие, как, например, Xerox. Все мы понимаем, что это копировальный аппарат, а Xerox – это фирма. Познавательная минутка, ладно, погнали дальше. Погнали. Пыльные строительные работы закончены, и квартира сейчас будет наполняться чистовыми материалами, кроватями, шторами, мебелью. И вот здесь у нас есть подоконник и ступенька на балкон. Вот здесь будет мебельное решение, то есть у нас будет стол, перетекающий в подоконник, и ступенька из того же дерева, чтобы все было в одной концепции. Руслан, давай, чтобы все было максимально полезно для наших зрителей, какие вообще еще есть решения по оформлению подоконников, ну или таких ступенек? Это, по сути, тоже маленький подоконник. Ну, использовать можно различные материалы, да, можно же продолжить даже тем же паркетом, сделать аккуратную ступенечку, можно использовать керамогранит, как у нас будет, например, с обратной стороны балкона мы положим на ступеньку именно плитку, которая на полу, ну и различнейшие материалы, такие как кварцит, кварцевый агломерат и прочие материалы, которые износостойкие. Это самое главное, чтобы они были, так как эта ступенька, износостойкими и не портились, не царапались, так как это такое место проходное. И у меня сейчас родилась идея, я хочу на самом деле отдельный ролик снять про то, как можно оформить подоконник, откосы, вот про это все дело, потому что это постоянный вопрос, какие бывают вообще варианты, поэтому обязательно ждите на нашем канале, скоро будет интересное видео. Я знаю, что многие наши зрители любят минимализм, а в минимализме вообще самая главная тема – это скрытые плинтуса, скрытая мебель, скрытые подоконники. И очень часто в таких современных минималистичных интерьерах делают подоконник, который вот просто заподлицо со стеной, вот минимально. Но я знаю, что те, кто видел классические подоконники, там очень часто уши. Руслан, для чего они? Вообще это уши, это опоры для обрамления окна. Раньше в старых интерьерах обрамление окна была как бы классическая история, то есть всегда окно обрамлялось неким наличником, и проушина подоконника являлась началом, базой, куда встает наличник, и он дальше от него растет, чтобы он не висел непонятно как. То есть это проушина, это часть обрамления окна. Я просто был уверен, что это для того, чтобы нивелировать вот эту кривую стенку. Только для этого? Нет? Вообще совершенно не для этого. И этот элемент, по сути, как бы не нужен. Свес делается небольшой, чтобы был пошире подоконник, чтобы на него что-то можно было, в принципе, ставить. Главное, чтобы он не перекрывал полностью радиатор. Можно делать подоконник до середины радиатора, чтобы тепло с радиатора попадало на окно. В случае там, где необходимо сделать подоконник еще шире, обязательно нужно делать перфорацию в этом подоконнике, чтобы тепло от радиатора проходило по окну во избежание точки росы и скопления просто-напросто влаги на окне. Ну, еще один очень важный момент. Если вы все-таки хотите свой супер минималистичный интерьер сделать вот этот подоконник заподлицо, то если у вас обычная какая-нибудь квартира, ремонт от застройщика, то, скорее всего, у вас не получится просто, потому что вот здесь должна быть идеально прямая стена, да. Иначе у вас будет морковка, просто будет торчать ваш камень. Поэтому это должны быть хорошие строители, например, Руслан, да, качественно выполняющие, когда везде есть правильная геометрия. Потому что минимализм — это не про какие-то вот именно такие примыкания, это про очень, и в том числе и про них, конечно же, но и про очень
грамотную работу строителей, где вот счет идет на миллиметры, везде и во всем. У меня вопрос по сеткам, изолирующим от электромагнитного излучения, которые встраиваются в стены. Если так получается, что за стеной спальни, например, стоит мощный электроприбор. Используете ли вы их? Верите ли вы в их эффективность? Просто я вот за кадром рассказывал историю, что была реально в России история, что кто-то поссорился с какой-то бабушкой, а она пришла в милицию, говорит, меня сосед облучает. Он говорит, что, хватит, вы бабушка с ума сошли? Она говорит, нет, меня облучают. И потом реально это вскрылось, и сосед реально ее облучал. Он положил на пол микроволновки, включал их, и на бабушку шло сверху излучение. Вопрос, слышал ли ты что-то о таком, и можно ли как-то изолироваться от такого излучения? Я не слышал. Я тоже не слышал, у нас таких задач никогда не стояло, если мы с ней бы столкнулись. Мы сотрудничаем с различными институтами строительными, в которых, наверное, какие-то такие вещи тоже изучают. Здесь вопрос как бы радиационного излучения. Здесь может быть важно там, где рядом рентген делается, еще что-то, если спальни, либо какие-то заводы, может быть, еще. Ну, я делал зубную клинику, дизайн, и мы работали по технологии, и у нас там была реально комната рентгена, и это все в декоративной штукатурке, была специальная прослойка, там, ну, слой, это делался от излучения, но это радиоактивное. Да. А микроволновка — это другие, это, как это называется, волны СВЧ, вот, которые. Это другая технология, вот, но, может быть, кто-то из зрителей знает, как прятаться. Да, давайте, как бы, если кто-то есть, кто ну, кроме шапки из фольги, может быть, какие-то еще есть технологии новые, современные. Александр, здравствуйте. Это третий проект, который вызывает у меня вопросы. В вашей квартире, в этой и еще попадались очень много гипсокартона. Если свободная планировка, вы совсем не используете кладку из газоблока. Понимаю, что в санузлах без аквапанели не обойтись, но стены. Вот терпеть не могу пустые стены из ГКЛ. И еще кучу площади съедают. Потолки из ГКЛ — это вообще СССР. Пусть даже они ровные. Ну ладно. Сейчас обсудим. Только настроилась заказать у вас ремонт очередной, а у вас везде в проектах ГКЛ. Поясните, спасибо. Тут я отвечаю. Газобетон только в экономии используют. Ну, это мы тоже сейчас обсудим. И дальше продолжается ответ от Анны. Эх, лукавите, Александр, с ГКЛ проще и быстрее работать. Меньше штробить, ниже под инженерку, но это как дом каркасник или кирпичный, разница очевидна. Стены с ГКЛ — это, наоборот, уровень джамшутов. Разочарована. Уважаемая Анна, здесь действительно есть о чем поговорить и много различных примеров на стройке, которые у нас возникают. Попробую, конечно, как-то емко и вкратце. Гипсокартон, он повышенной шумоизоляции. Стены, они не пустые. У гипсокартона стены тоже очень сильно отличаются. Если мы делаем, например, шумоизоляцию во всей квартире, стены могут достигать и 200 миллиметров толщиной. Профессиональная шумоизоляция требует таких потерь помещений, к сожалению. Для этого люди покупают большего объема квартиры, именно свободной планировкой. Вы можете смотреть наши ролики, например, дальше, и мы вам с удовольствием покажем одну из квартир, которую как раз делаем по дизайн-проекту Александра, где у нас квартира полностью в шумоизоляции. Там мы ответим более точно на вопросы касаемо шумоизоляции. А если вернуться к газоблокам и где их монтируют, это, к примеру, квартира, где мы делаем небольшой демонтаж, не сильно делается разная планировка, а совсем чуть-чуть, и все стены уже из газобетона сделаны, то мы их достраиваем новые из того же газобетона. Также особенность есть, это понимание клиента. Есть люди, которые вообще, вот у меня случай конкретный был, я предлагал сделать стены из гипсокартона, клиент сказал, у меня аллергия на этот материал. Я спрашиваю, у вас на гипс? Нет, не на гипс, у меня именно на гипрок аллергия. Я не знаю, как это работает, но вот просили не делать. А есть клиенты, которые наоборот говорят, я хочу только гипсокартон, мне нужны именно эти материалы, а если говорить, что дорого, что дешевле, дороже и дольше делать стены из гипсокартона. Газобетон блоки делать гораздо быстрее, и возводить эти стены проще, и специалистов,
кладочников гораздо больше, чем хороших специалистов под гипсокартон. Вообще гипсокартонщики у нас у строителей профессиональные, это боль. Проще сделать из газобетона, потому что кладчиков их и коллег, которые приезжают с других стран, и со Средней Азии в том числе, они умеют делать кладку очень хорошо. С гипсокартоном работать могут не все. Еще один важный момент. Инструмент на хорошую бригаду по гипсокартону, если брать полный спектр, он может достигать 300 тысяч и даже больше рублей. Для кладчика инструмент можно купить на 10 тысяч, если мы не берем, конечно же, еще сюда же лазерные уровни, к примеру, и хороший там уровень, ну, тоже можно обойтись там до 30 тысяч рублей, вот прям совсем обойтись со всем инструментом. Наверное, даже из этой информации можно уже поменять свое мнение, если, конечно, вы доверяете моему. От себя я бы добавил, наверное, если нужно быстро, то это точно не про гипсокартон. Точно. То есть, если нужно прям быстро, то это кладка из газобетона. Быстренько выложили, отштукатурили, там, проштробили и все. С гипсокартоном так не получится. Но на самом деле, вот во многих именно решениях газобетон, наверное, может выиграть. Но вот кроме одного, это шумоизоляция. То есть, если шумоизоляция, то это только гипсокартон. То есть, получается, что у вас немножко нарушено, наверное, представление об этих материалах. Но я еще раз повторюсь, что это прям на целую лекцию, наверное, на часовую лекцию про эти два материала. Может быть, тоже какой-то нужно ролик снимать, чтобы вот ликвидировать безграмотность. Потому что, действительно, газобетон – это быстро, гипсокартон – это долго, сложно, дорого и тихо. Вот какие-то такие, наверное, основные характеристики. И бывают комбинированные решения. Что-то можно сделать из газобетона, там же, где на объектах газобетон. Ну и дополнительно делаются какие-то простенки, стеночки для экономии пространства. Как раз таки можно из гипсокартона. У гипсокартона есть тоненькие профиля, 2 слоя гипсокартона. Это зашивка, например, стены. Это будет у вас около 5 сантиметров. То есть газобетон он будет минимум 8, еще он требует штукатурку, это еще минимум 1 сантиметр. Ну и Руслан, уже 9. Гипсокартон же это же только один материал. Есть же всякие еще акустические плиты. Это даже не гипсокартон. Есть кирпич, в конце концов. Кирпич. Есть разные кирпичи. Позагребень есть силикатные блоки. Материалов для возведения перегородок достаточно большое. То есть я слышал, что, например, вот про силикатные блоки, что их как раз лучше использовать в ваннах, что они по-другому набирают влажность. А газобетон вот не особо даже рекомендуют использовать. Ну, то есть у всех разные там мнения, технологии, это все нужно изучать. То есть это не такой простой вопрос, что так ответить, типа, гипсокартон ерунда, газобетон классно. Поступим так, если это видео наберет 1 000 000 лайков. Да, если будет достаточно много вопросов по данной теме, мы снимем специально отдельный выпуск. Если останется только вопросов одной Анны, то я порекомендовал бы посмотреть дальше наши ролики, которые мы совместно с Александром будем выпускать. Вы найдете в них ответ на свои вопросы. Сейчас мы находимся во второй детской комнате, и, конечно же, главный элемент, который видно прямо от входа, сразу же он бросается в глаза, это красивая гипсовая стена такого пастельного пудрового цвета. И, Руслан, расскажи опять же про детали. Первый, конечно, элемент – это розетки. Почему сделано так? Ну, если оставить розетки, не прижать, к чему-то нужно их прижать. Если мы просто монтируем на гипс, может быть, видели, давай вставим картинки, когда за розетками отверстия есть, торчащие в ребрах, либо разбиваются, и розетка топится туда, и мы видим сверху ребра. Это некрасиво, не эстетично смотрится. Здесь приняли решение вырезать такие специальные площадки для плотного примыкания розеток. Это и поэстетичнее выглядит, и соединение более надежное. И еще, Руслан, расскажи, пожалуйста, я знаю, что эти гипсовые панели очень часто трещат. Мы с тобой много это обсуждали, что их лучше делать цельные. Это просто очень важный момент. Я думаю, что многие с этим не знакомы, многие могут на это напороться. Расскажи, пожалуйста, про эти тонкости. Ну, что касаемо гипсовых панелей, которые делаются такими блоками 60 на 60, проблема в том, что у них очень много вертикальных и горизонтальных соединений, которые надо уметь грамотно обрабатывать. Во-первых, нужно приклеивать сами панели очень надежно. Помимо этого их нужно прокручивать саморезами, но
очень важный момент, что саморезы должны быть нержавеющие. Часто кто-то допускает ошибку, вкручивают саморезы обычные, потом они ржавеют, через гипс ржавчина легко проходит и со временем появляются ржавые пятна на стене. Поэтому очень важно, чтобы саморезы были нержавеющие. Дальше. Плотное примыкание гипсовой стены к самой несущей части стены с проклеиванием полным и хорошая отделка этих швов. Очень много ручной работы в плане зашкуривания швов, чтобы было вот так и не было видно соединения. Здесь, чтобы вы понимали, еще раз повторюсь, 60 на 60 плиты, их очень было много. В итоге, если обратить внимание, даже при потолочном свете боковом мы не видим ни одной линии. Это хорошая работа, проделанная опытным мастером. Ну, Руслан, мы с тобой обсуждали же, да, что в идеале вообще заказать просто единую целую вертикальную панель, потому что самое страшное — это горизонтальные стыки, вот эти, которые больше всего видно. Если это стыки вертикальные, они как-то маскируются вот в эти полосочки, их проще просто спрятать, мне кажется. То есть они не будут такими активными. Поэтому если у вас есть возможность заказывать не готовые вот эти решения гипсовые, там еще могут быть вопросы к выпеканию, они могут быть разные по толщине, очень многие жалуются. Вот закажите сразу готовые у гипсовиков, они вам вытянут правильный элемент под ваш размер, и у вас будет вам счастье. Ну, совершенно верно. Можно взять там хотя бы там метр на там 2,5 метра, привести на объект. Для тех, кто будет говорить в случае, где 2,5 метра не пронести, ну не пронести 2,5, сделайте 2 метра и метр, и пусть у вас будет не 7 горизонтальных швов, а всего лишь один стыкующий. Допустим, внизу, где меньше всего свет попадает, шов не так будет видно, вы этот стык горизонтальный делаете, его отрабатываете, и вертикальные швы, как сказал уже Александр, их менее заметно, нежели чем горизонтальные. То есть максимально избегаем горизонтальных швов, максимально возможно допустимые панели готовим на производстве, привозим, мы уже их монтируем. У нас во всей квартире используется трековое интегрированное освещение. Как добиться вот такого идеального примыкания? Может быть, есть какие-то советы, секреты, которыми можно поделиться? Или есть, которыми ты не делишься? Да нет, но самый главный совет – это делать все согласно техничкам и смотреть, как там написано, внимательно. И производить все работы согласно заявленным техническим характеристикам от производителя. В целом у треков есть специальные пазы под гипсокартон, и остается слой на шпаклевку, малярку, все оставшееся. Обязательно нужно делать армирование, и под треки каркасы тоже собираются определенным образом. То есть оставляются полосы, вокруг собирается каркас и полосы под сами треки. Потом перешивается все это грамотно гипсокартоном. Дальше уже дело рук маляров, которые аккуратно это все армируют, проклеивают и в дальнейшем уже шпаклюют, шлифуют и красят. И еще хочу сказать, если это первое видео про эту квартиру, которую вы видите, то я вот ссылочку оставлю. Мы снимали уже несколько выпусков с самого начала ремонта, где мы с Русланом делаем обзор именно всяких черновых решений. Те же каркасы, вы все это можете увидеть и подробно посмотреть. Там очень много всяких тонкостей, секретов. Если вы только начинаете ремонт, я думаю, что это будет вам очень полезно. Дорогие профессионалы, у меня вопрос. По потолку идут провода. Делать натяжной или навесной потолок? Денег ноль, пенсия. Ну, с точки зрения, как бы, что дешевле, конечно, наверное, натяжной потолок 100% будет дешевле. И тем более есть даже классификация. Есть дорогие, есть качественный Китай, есть качественные немцы, есть качественные французы. Это уж совсем там, да, Китай категория А, это дорогие потолки. Есть Я бы вообще не думал, брал бы натяжной потолок и не парился. Да, это точно натяжной потолок, но тут вопрос стоит денег ноль. Есть еще как вариант, как можно сэкономить деньги, это бетон покрыть лаком и провода аккуратно расключить по потолку, сделать лофт. Ну, вот
Вот такой еще может быть совет. Либо, смотря на какой стадии у вас ремонт, что у вас сейчас происходит, может быть, вообще как бы бетон там, подшлифовать, подшкурить, покрыть лаком, а всю расключение проводки, если есть такая возможность, сделать в полу. Это как идея. Просто я хотел сказать, что многие подумают, что мы так говорим, натяжные потолки однозначно, что это дешевое решение. Это разные решения. То есть бывают очень дорогие натяжные потолки, сложные системы и так далее. Но можно на самом деле очень бюджетно, с очень простыми профилями сделать быстро и дешево и не париться. Да, совершенно верно. Радиусная ванна. А гипсокартон к чему закреплен? Какой-то изогнутый профиль? Ну, во-первых, продаются профиля, которые, в принципе, гнутся. Во-вторых, можно профиль нарезать сечениями и его погнуть в нужном радиусе. Такие же манипуляции происходят с гипсокартоном. В обратной стороне делается выборка, нарезается примерно как вот идет сейчас здесь плитка и прикручивается к радиусу. Мы делали круглые радиусы из гипсокартона и профиля вот от такого диаметра до вот таких диаметров. И сферические в помещениях ниши делали полукругом, можно сделать шарообразные с гипсокартона изделия. То есть он достаточно широкого профиля, пластичный материал. Формат, да, материал можно. Я думаю, что как раз в следующем выпуске с другой квартиры это все будет там. Кстати, да, у нас на другой квартире сейчас как раз про шумоизоляцию мы очень много там говорим. И радиус, и там все что угодно будет. Там будет радиусная ниша, мы покажем более подробно. Смотрите, пишите там колокольчики, комментарии, будете узнавать больше информации из наших роликов. Нам будет приятно, что вы с нами не первый день, и мы будем дальше отвечать на ваши вопросы. Сейчас мы в прихожей. Руслан, это уже финальный вид, считай, или что-то будет еще меняться, добавляться? В целом, да, будут какие-то моменты еще, здесь же все будет обшиваться мебельными конструкциями, двери будут откатные, также тут внутрянка какая-то будет еще доделана, то есть более облагорожена. Вот. Он в целом закончен, кроме как, вот у нас здесь огромный модуль, специальный там роутер и все с домофонией связанные системы, все приходят в одно место, в этот умный модуль, заказчик пожелал именно такой, и в него все будет в коммутации сводиться. Вот единственное, что осталось доделать. А вот это все, получается, все блоки питания для все диодки, да? Практически все. Есть еще кухня, там отдельные трансформаторы Свои. В самом теле кухни есть, а здесь практически все. Также, на что можно обратить внимание, это вот непосредственно щит электрический, который здесь скрытого, так сказать, не скрытого монтажа, а не накладной, а встраиваемый. Вот. У нас здесь все смонтировано и все подписано. Помимо того, что мы просто подписываем, мы еще оставляем картинки, чтобы было быстрее можно сориентироваться. То есть, если мы видим духовой шкаф картинку, мы понимаем, что здесь духовой шкаф, варочная поверхность, теплые полы мы таким образом обозначаем, и весь свет. Если обратить внимание, свет каждый подписан, да, какая группа по помещениям, вот свет коридор, например, также розетки, отрисован роутер. Я в одном, по-моему, из роликов уже говорил, что мы роутер убираем в щит. Преимущество такого решения: у вас роутер обычно прячется всегда наверх, на высоко куда-то в шкафах. Нередко такое бывает, что роутер необходимо перезагрузить. Чтобы не бежать за стремянкой, не лезть туда наверх, просто подходите к щиту, находите картинку роутер, выключаете, включаете, ваш роутер перезагружается. У соседей перезагрузилось сейчас сервер по криптомайнингу. Мне очень нравится вот это решение, где у вас интегрированы блоки. Вот этот каркас, это что такое вообще? Это специальная какая-то продается электроника или это какое-то ваше изобретение? Что это такое? Это просто такой короб, в котором есть перфорация, да. Там, условно говоря, чтобы проветривались провода, не нагревались. И просто это аккуратный Где его купить? такой, в котором... Где вы такое купили? Строительные магазины? Где-то в АТМ, например. Некоторые люди захотят купить себе такую же штуку, где они смогут купить? Пускай обращаются к нам. Мы купим все для вас. Просто прикольная штука, реально. Да. Опять же, здесь проветривание идет, проводов много, они греться могут друг об друга, чтобы не перегревалось ничего.
и не горело. То есть сделана перфорация, здесь у нас вытяжка присутствует, то есть вентиляция идет. На вытяжке будет вентилятор? Нет, не планирую. Просто она будет обычная? Просто естественно. Естественная вентиляция. Прикольно. Руслан, я знаю, что по планировке это бывший санузел, и здесь еще есть вытяжка, то есть вы не стали ее глушить, вы ее оставили? Ну, в целом, там, где есть трансформаторы, они имеют свойство нагреваться, чтобы это все дольше служило, чтобы не было перенагрева. Как раз-таки провода убраны в кабель-канал с перфорацией, потому что здесь их очень много. Таким вот образом, благорожно. Кстати, если вот отсюда заглянуть, мы увидим, сколько проводов приходит в щит. Вот. И это оставлена естественная вытяжка, мы поставим туда какую-нибудь красивую решетку, и чтобы она вытягивала теплый воздух, и здесь была какая-то циркуляция воздухообмена. Друзья, на этом все. У нас еще впереди будет выпуск о финале в этой квартире, когда будет уже и мебель, шторы, и декоративный свет, и все работы закончены. Мы обязательно сделаем обзор всей именно красоты. То есть сейчас мы говорили про стройку, а там мы будем говорить про дизайн. Я обязательно оставлю ссылочку на Руслана. Я супер строитель, я вот честно от души говорю. То есть все ссылочки будут под видео. Переходите, подписывайтесь. У него есть свой канал, где он рассказывает про строительные моменты. Я больше рассказываю про дизайн. Я думаю, что мы еще встретимся еще на стройках. У нас рядом есть очень крутой объект. Мы ведем с Русланом и будем еще оттуда вам рассказывать про наши будущие стройки. В общем, друзья, вы все знаете, что нужно делать. Ставим лайки, нажимаем на колокольчик, подписываемся на наши каналы и, конечно же, оставляйте комментарии. Мы всегда их читаем, всегда на них отвечаем. Работайте с профессионалами, хороших вам ремонтов. Пока-пока. Пока.